Намасте, братья и сестры, леди и джентльмены. Новый день мы начинаем в таком прикольном месте. Прямо позади меня вы могли бы наблюдать дворец Тадж-Махала, если бы не это дерево. Хотя, возможно, вам что-то видно. Но в любом случае, это не основная тема этого видео, а всего лишь начальная точка нашего путешествия. Сегодня, буквально через пару часов, мы отправляемся отсюда в, возможно, немного менее известное туристическое место, но не менее значимое для Индии. Город под названием Пушкар. И буквально через 2 часа, повторюсь, у нас с вами поезд, поэтому, пожалуй, я закончу свой завтрак, и мы отправляемся. Присоединяйтесь. See you, my friend. Thank you so much for everything. Bye-bye. Итак, друзья, покидаем место моего пристанища за последние пару дней. Кстати, могу вам порекомендовать, кто будет в Агре, вот это место, Хоч-Поч кафе. Познакомьтесь обязательно с хозяином, его зовут Ники, вот этот чувак, с которым только что мы попрощались. Офигенный тип, если у него будет свободная комната, он вам ее бесплатно предоставит. Плюс у него прикольное кафе с видом прямо на Тадж-Махал, поэтому 100% рекомендую. И мы выходим непосредственно в город. Кстати, не так людно, как обычно это бывает. Hello, bro. No, I'm good, thanks. Hi. I'm going to Pushkar. Pushkar. Do you know where is it? Pushkar. Okay, good luck. Take care. Hi. I'm good, thank you. Как только попадаешь на улицу, в Индии, как правило, ты оказываешься в неком состоянии транса. Сразу на тебя обрушивается внимание, сразу куча звуков, все твои чувства обостряются. Похоже чем-то на состояние, когда ты за рулем. Ты вроде бы остаешься спокоен, но в то же время тебе нужно быть все время сосредоточенным и внимательным. Потому что... Hello, bro. Yeah. Take care. Потому что иначе кто-нибудь по-любому тебе или станет на ногу, или плюнет, или наедет на тебя. Пока мы держим путь на train station, откуда мы с вами отправимся в город под названием Аджмер. И оттуда уже недалеко, в 15 километрах, находится тот самый поселок под названием Пушкар, куда, надеюсь, сегодня-завтра мы с вами доберемся. С этими бродягами стоит быть, я думаю, аккуратными, потому что они любят вцепить камеры, какие-то вещи, которые лежат неправильно. Смотрите, как много здесь обезьян, с ума сойти. Особенно много здесь их по ночам. Когда ты выходишь во двор, то видно, как они бегают, прыгают по крышам. Но прикольно. Для нас, белых людей, это что-то такое необычное, экзотическое. Only immediately going, not other people. Only for you. I want to split with somebody. 100 is too much for me. 80 rupees, okay? Huh? 80, okay? 80? Yes. No, I have only 50 rupees. I would like to split with somebody. If it's possible, like to find somebody else. I will only immediately go, not other people. Only for you. But I have only 50 rupees. No, wait, no, wait. Come. Come inside, go. Come. 50 rupees, come. For 50 rupees? ये कमाऊ पकड़ लेने हैं गोल्ड में Okay. To Agra Fort, right? 50 की दवाई दे दी ज्यादा ही वो 40 बोल लो वो 50 हो गए 50 50 rupees. ओके बस 6 करवा दूं Итак, чуваки, мы взяли с вами тук-тук. Сразу вам говорю, что с вас будут, как с туриста, брать двойную цену, как минимум. И вот, например, как сейчас, чувак сразу мне зарядил сотку, но в итоге получилось за 50 сторговаться.
Здесь средняя расценка примерно за 1 километр 20 рупий. Если кто будет в Индии, кому может быть полезна эта информация, 20 рупий за 1 километр плюс-минус. То есть нам до рейл-стейшена 2 километра, поэтому за полтос мы сейчас быстренько до туда доберемся. Thank you, boss. Собственно, по всей видимости, это и есть train station. Давайте попробуем протиснуться через этот трафик. Так. И теперь нам нужно с вами разобраться, где же купить билеты. Вот так выглядит местный ЖД вокзал. Так, пожалуй, надо у кого-то поинтересоваться. Hello, bro. Where I can get a ticket? Ticket office. Where is ticket office? Yes, exit. Outside. Outside. Okay, thanks. Okay, thanks. Here. Okay, thanks. Hello. Sir. I was saying before you. Короче, в Индии нету правил приличия, не знаю, какой-то очередности. Просто кто вломится вперед, тот и прав, по всей видимости. Hello, boss. Cheapest ticket to Ajmer on 250. Yeah? I don't understand. Can I get a ticket now? From here, okay. This one, no? Today, Today, now, yeah. no available. Not available. Yes, possible. Any kind of ticket. One ticket. Короче, я ни хера не понимаю, о чем мне говорит. Типа, он может продать мне билет, но он может быть недействителен или что-то такое. Типа, нужно разговаривать с кондуктором. Хер пойми. This is one ticket. Okay, it's to Ajmer to 250. Right? 250. 250 anyway. Okay. В общем, я купил какой-то билет, но опять-таки не знаю, что-то он мне навешал какой-то херни на уши, что он может быть недействительный. Не знаю, посмотрим. Сперва надо его дождаться. Я слышал, что в Индии поезда никогда не приходят вовремя, и часто их надо ждать по несколько часов после назначенного времени. Поэтому пока осмотримся здесь. На перроне здесь вот такая обстановка. Кто чем занят. Кто чилит, кто блюет, кто просто ожидает. Вон, кстати, смотрите, крысы бегают. Спокойно прямо рейс. Вон она маленькая побежала. Ajmer, Ajmer. Yes, I get a ticket. But you have to tell that. Короче, чувак мне сказал, типа, что так как мой билет не забронированный, а купленный по факту, то кондуктор может, типа, мне отказать в проезде, и придется его, типа, упрашивать, чтобы он взял меня на борт. Не знаю, но чувак сказал, что поможет мне, если что, с ним договориться. Посмотрим. Пока давайте прыгнем в вагон. До отправления еще час. Кондуктора пока на месте нету. Очень темно, но вот так это выглядит. Если вам что-то будет видно.
we are good. We are seeing is there any general class ticket is available or not general class I think. And there are lot of people in one bucket. General class? Yes, general compartment. General compartment. आगे है. And how do you think the train will set off at 2:50 or Yes, 2:50. later? It depends. It can be late by 10 minutes, 20 minutes. Okay. It is like India. This is. I'm sorry. Похоже, это будет мой вагон. Okay? I can sit there? Yes. Okay. No worries. And now there is no worries for you. Uh-huh. And now nobody will ask me. No. for- You are now the holder of this train till Ajmer Shri. Okay, brother. Okay. You will number. We will meet at Ajmer Shri. Okay. You are also there. Я ничего не понимаю, что происходит. Посадили меня в какой-то спот, где, видимо, никто не проверяет. Ребята, если вы думаете, что знаете, что такое трэш, поверьте, нет. Трэш — это когда у вас в плацкартном отсеке 18 человек. И они прибавляются. Какая движуха. Промежуточное прямое включение. Половина пути уже позади. Осталось каких-то жалких 3 часа попялиться в эту стену, и мы у цели. Кстати, ребят, если у вас возникли проблемы с поломкой холодильника или браком, или вам нужны уроки черной магии, обращайтесь по этому номеру. Не скам, проверенный мастер. Мы проехали крупную станцию в Джайпуре, и, как вы видите, стало гораздо больше кислорода, пространства. Но надо отдать должное индусам, несмотря на то, что мы стояли буквально на головах у друг друга. Они все время спрашивали, как у меня дела, хочу ли я присесть и так далее. Очень вежливые и приятные оказались люди. И даже вот по итогу угостили меня еще и чаем. Поэтому остается каких-то 1,5 часа, и мы в Аджмере. Ребята, это обзор индийского туалета. Сейчас, одну секунду. Значит, вот так это выглядит. Кабина метр на метр. Как только вы заходите, вы сразу попадаете в лужи мочи. Здесь же сразу есть водичка, что является положительным моментом. И зеркало. Итак, друзья, мы на вокзале города. Так, а что за город? Я уже забыл. Аджмер, города Аджмер. Время 10 часов вечера. Сейчас нам нужно встретиться с чуваком, который засадил меня в этот плацкарт. И после этого разобраться с вопросом ужина, потому что я проголодался. У меня сегодня был только один прием пищи. И параллельно решим, что делать с ночевкой, где мы сегодня проведем эту ночь.
На ужин у меня, дамы и господа, вот такое блюдо. Понятия не имею, как называется и что это, но я попробовал все, в принципе, съедобное и даже довольно вкусное. Это рис, это какой-то грейви, подливка с мясом. Это какая-то овощная шняга. И это типа чечевичного супа по вкусу. И хлеб, здесь называется он роти, такие лепешки. И спрайт. Стоит это все 180 рупий. Это чуть-чуть больше $2. Приятного аппетита. Так. И на десерт еще взял себе вот такую штучку. Сейчас вам покажу. Hello, bro. No, I'm good. Вот такую штучку. Не знаю, что-то сладкое за 20 рупий, за 25 центов. Namaste. 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 Now you're on video. All good? Namaste. Namaste, namaste. Сложно определимый продукт. Что-то сладкое, жирное, с кусочками фисташек. Но вполне съедобно. Вполне съедобно. Кстати, насчет поезда. Билет мне обошелся в 150 рупий. Это чуть меньше $2. И, по сути, даже никто, не было ни кондуктора, никто у меня так его не проверил. Поэтому, мне кажется, можно вообще бесплатно передвигаться, по сути, поездом. Да, а насчет ночевки я решил ночевать, не снимать хостел, ночевать под открытым небом. Сейчас я иду в сторону озера, там есть небольшая парковая зона. И надеюсь, там будут деревья, чтобы повесить гамак. Не знаю, насколько это хорошая идея, потому что здесь, в Индии... Сейчас, секунду. Потому что здесь, в Индии, много обезьян, которые шастают, особенно по ночам, и чтоб не украли у меня рюкзак или еще чего. И также я не знаю, какие здесь насекомые водятся. Но, надеюсь, все обойдется, тем более мы в черте города. Ситуация неожиданно обернулась в хорошую сторону. Пока я шел, мне написал один хост из каучсерфинга. Сказал, что сможет меня захостить и даже сейчас подъедет, меня заберет на тачке, как я понял. Поэтому стоим, ждем. Под каким-то мостом, кстати. Здесь, видимо, проходит, я не знаю, метро или интерсити поезд. Но вот в такой локации. Ожидаем пока. No problem. Okay. Fix, no problem. Huh? Pick click, no problem. Yeah, let's make a photo. Wow, so bright, man. It's all right. Like it's in daytime. No, I went for my friends. He have to come in a minute. And you boys local? Just hanging out together? Okay, nice. Hello. Chandresh? Yes. Chandresh, right? My nickname is Happy. Happy? Yes. Okay. I'm Ivan. You want a song? Yeah. Up to you. You choose. You. No, bro. I don't know the music. Okay. Wait. You know Sidhu Moosewala? No, No. something local. Indian. Yes. Let's go, Indian, but international. Okay. Yeah. You know Drake? Drake? Drake. Drake, of course. Yeah. Yes, I do. Okay. That's good. You have done dinner? Yeah, just few minutes ago. Okay. You wanna smoke one cigarette with Yeah, me? let's smoke a cigarette. But you don't say my home, you know? Okay. Okay? It's a secret. After morning, you and me, To Pushkar. Oh, okay, perfect. I'm planning to go to Pushkar. electric vehicle, no cost, free. Perfect.
Thank you so much. Thank you. It was fantastic time. Good luck to you. Так, ребят, задержались мы немножко в Аджмере. Уже 2 часа дня. Но все, по коням и выдвигаемся в Пушкар. Смотреть те самые храмы и места. Bro, what is this numbers that you have? 5911. 5911. What does it mean? It's meaning Sidhu Musiala is nickname. You know Sidhu Musiala? Sidhu Musiala, no. Wait, Who is it? this Sidhu Musiala. Ah, it's the nickname of the artist, Yes, and you put it on your head. yes, It's your like favorite one? yes. He is a legend. Legend. Okay, let's listen something from his song. So they are just sitting here because the people come and feed them. Yes, yes. Прикол, смотрите, по дороге такой спот, где олени, дикие олени. Ну, не знаю, насколько дикие, но здесь тусуются. И люди останавливаются, вот их подкармливают. Итак, друзья, мы с вами в Пушкаре, в небольшом на самом деле поселении, численностью всего лишь 15-20 тысяч человек. Но чем примечательно это место, это тем, что оно является очень крупным местом преклонения. Здесь находится более 400 храмов. I have to take off the shoes and Yes, this flower name shoes open. okay. Flower name Pushkar. Ah, this is Pushkar. Yeah, English name Lotus. Lotus. Today festival. Shoes open. Raw flower. Okay, okay. Shoes open. Okay, I understand. Так, запись идет. Сделаем преклонение. Нам дали цветы лотоса. You name, Иван, father name, Григорий, mother name, Татьяна, brother name, no brothers, sister, Анастасия, girlfriend. no girlfriends. No, Country. I think it's enough. Say Brahma, Брахма, Vishnu, Вишну, Shiva, Шива, Ganesha, Ганеша, Parvati, Парвати, Durga, Дурга, red color, Ray color, good my blood, good my blood, yellow color, yellow color, good my life, good my life, Brahma lake, Brahma lake, holy lake, holy lake, whole family, all family, good karma, good karma, good power, good power, good energy, good energy, Brahma lake, Brahma lake, holy lake, holy lake, Om, Namo, Namo, Pushkar, Pushkar, Brahma lake. Brahma lake. This Pushkar passport. You have this after anybody no disturb, no follow, no disturb. This Pushkar passport. This Pushkar. 1000 temple, 1000. 2000 Brahmin, Okay. 3000 pigeon. Brahma lake, holy lake, people make respect, good karma, good energy. Good energy. Here people give respect and give donation for charity. Brahma lake. Somebody give 1000, somebody give 2000. Brahma blessing, good karma. Happy donation, Happy donation. 1000. Oh, I don't have 1000. It's too much. Mother, father, brother, all family. 5 to normal, 5 person, 500. Drop it in the lake. Lake. Good Okay. luck, good karma, good power. Blessing karma. Donation for charity man. Okay, but I don't have like 500 or something. No, 5. 5 to normal. Huh? 5 to normal. Poor to poor people 500. I don't have 500. This is all my money. Okay, dear. I can give you this, but I need some money left. Sorry, I can
give him more. Okay. Happy? Brahmin 200 Brahmin 4. Sorry, but I don't have more money. I am a poor traveler. Thank you so much. I appreciate it. Bathing men, women, no picture. This side, picture. People bathing, no picture. Okay, I Women understood. bathing, no picture. Thank you, thank you. You together? Очередь моего брата, братишки. Yes, it's my friends. Utrandei, My brother. Ganandei, Sukindei. You take picture there, you go, and our picture. Go there. There you go. This way? Yeah. Окей, окей. Вот так вы видели, выглядит ритуал. Полуритуал, полускам на деньги. Но из 2000 рупий я заплатил 100. Надеюсь, это хоть немножко, но активирует те пожелания, которые Брахман мне сказал. Итак, друзья, повторюсь, немножко я отвлекся на эти ритуалы, забыл, о чем говорил, поэтому еще раз проговорю. Как вам известно, индуизм — это политеистическая религия. В ней насчитывается более 30 миллионов разных божеств, но существует как бы основная троица, святая троица, так называемая Тримурти. Это Брахма, создатель, высшее божество, Вишну, хранитель, и Шива, разрушитель. То есть эта троица как бы метафорически описывает цикл жизни любого объекта. Но несмотря на то, что Брахма считается создателем, высшим божеством, в Индии он не очень популярен. И существует всего буквально 6 или 7 храмов поклонения этому божеству. И объясняется это тем, что фактом создания всего сущего, всей вселенной, тем самым Брахма обрек как бы человека на мир сансары, который связан с физическими и духовными страданиями. И вот один из старейших, древнейших, главнейших храмов поклонения Брахме как раз таки находится здесь, в Пушкаре. Мы его чуть-чуть позже посмотрим. Но помимо этого здесь находится также более 400 разных храмов. Если верить этому чуваку, Брахману, который поставил мне эту точку, он вообще сказал, что здесь более 1000 храмов. И преимущественно здесь живут как раз таки вот брахманы, представители высшей касты, люди, которые, как считается, имеют связь с Богом, могут его слышать и передавать послания остальным людям. Название этого места, как считается по легенде, берет свое название и, собственно, и город, и одноименное озеро Пушкар. Называется в честь легенды, в которой Брахма, однажды сражаясь с каким-то демоном, он применял какое-то специальное орудие из лотоса, и во время сражения пару лепестков лотоса оторвались с этого орудия и упали на землю, образовав 3 священных озера. И затем Брахма спустился, и на месте падения этих лепестков, где образовались озера, он дал им название, и вот самое священное считается как раз таки вот это, Пушкар. Озеро это считается священным, и если, считается, ты в нем скупался, то ты очищаешься, получаешь некое благословение от богов. Но сейчас уже конец ноября, довольно прохладно. В принципе, я бы и сам не прочь скупаться, но, пожалуй, оставим это на следующий раз. Ребят, вы слышите этот звук? Как будто шумит дождь, да? Но на самом деле, блин, отсюда не видно, но это голуби. Это голуби бегают по крышам, и кажется, как будто дождь звенит.
Так выглядит главная базарная улица этого поселения Пушкара. Преимущественно здесь местные какие-то вещи продаются. I'm sorry. Какие-то местные наряды, сладости. И вот такие штуки. Не знаю для чего это, наверное, для каких-то ритуалов. Такая цветная пудра. Посмотрите на плотность трафика человеческого здесь. Ужас. You want me to leave the bag here? Yes. Is it okay? This is 100. Yes. Okay. Okay. इसका तो इशू नहीं है. Is it safe? Is it safe? I can leave it here? Yes. No problem. Мы подходим к месту, из-за которого я вчера провел 7 часов в плацкарте индийского поезда. Брахма Темпл, храм Брахмы. Hello, bro. Внутри снимать не разрешено, но маленький спойлер, я все-таки думаю, сейчас подсниму изнутри. Но, тем не менее, чтобы не привлекать внимания, сейчас еще поделюсь некоторыми фактами, пока мы снаружи. Храму этому более 2000 лет. В современном виде он выглядит после последней перестройки в 14 веке. И, собственно, информация в интернете разнится. Некоторые источники говорят, что в Индии существует несколько, 6-7 храмов Брахмы. А некоторые сайты и некоторые индусы местные, вот даже Хэппи, мой хост, утверждает, что это единственный храм вообще во всем мире, посвященный Брахме. Но так или иначе, да, и с этим, кстати, связана легенда, почему это единственный храм. И гласит она следующее, что жена Брахмы, богиня Сарасвати, если я не ошибаюсь, однажды обиделась на него за то, что он пошел на некое празднование с какой-то другой богиней и не позвал свою жену. И она прокляла его и в честь этого сказала, что теперь будет только одно место, где люди будут тебе поклоняться, и это место будет в Пушкаре. Вот такая легенда. Но я слышал, что есть еще храм в Гоа и некоторых других небольших поселениях Индии. Что ж, на этом все. Давайте проследуем внутрь, посмотрим, как это выглядит изнутри. जोगाराम जी Я just holding it with me. Ну и вот мы, собственно, вышли из храма, где сразу очередной скам опять тебе рисуют на лице, просто денег. И так как ты должен при входе снимать обувь, теперь мы возвращаемся по этой же главной улице босиком ко входу, чтобы забрать обувь и рюкзак. Please capture on YouTube. Please capture on your game. YouTube channel. YouTube channel, yeah, I do have. अरे YouTube channel नाम लिखो subscribe करो. В общем, это место, это, как я понял, местный Лас-Вегас. Здесь можно и на верблюдах на сафари покататься, и в лунопарк залететь, и подношение богам оформить. Кайф. Так, друзья, на самом деле я уже думал заканчивать это видео, но в какой-то момент просто обнаружил себя где-то за городом, припевающим в компании местных гангстеров. Gangster. Поэтому вечер только, видимо, начинается.
Cheers. I mean, by the way, we have in Ukraine, you know, there is a Russian song Yeah. about Black Bacardi rum. Yeah. Around Black Bacardi, you know, and I want to hear your like, what do you think about this song? Your favorite song? No, it's not my favorite at all. Then what is your favorite song? I don't have favorite, but this is kind of meme song, you know. Back in the days, it was very popular, you know, in Ukraine. Okay. The girls in the clubs were listening this song and dancing. Yeah, it was very popular in Ukraine. Take care. Новый раунд. Я кручусь как Джаггернаут. Это реальный Лас-Вегас. It's madness. Madness, bro. Please collect your cash. Please collect your cash. और मारे 1 लाख बार 1 लाख बार चलते हैं ना. This is a Zuli. नहीं उल्टिया कर देगा शर्ट लगा ले I am happy. You know about happy? भाई जिंदगी कंडम मत बना दियो. No. This is for only for YouTube. Yeah, bro. Короче, чуваки, не спрашивайте, что происходит. Мы едем на какую-то свадьбу и потеряли своих корешей, спутников, у которых есть точка назначения, куда мы вообще направляемся. Поэтому мы сейчас стали на секунду набрать их и вообще понять, где мы находимся, и куда мы едем, и что происходит. राम नाम किसी को बोले राम नाम ठीक है कम ऑन В общем, мы снова на Sunset Point в центре, возле озера. Свадьбу я особо не снимал, потому что там особо и нечего было снимать. Мы просто приехали, зашли в какой-то парк, нам вынес какой-то рандомный чувак еду, мы поели и уехали. На самом деле я себе забукал хостел, и я больше такой, чтобы отправился отдыхать, потому что время 11 вечера. Но ситуация следующая. Мой кореш, Хэппи, мой хост, он довольно сильно накидался и не может поехать домой к себе в Ажмер, в соседний город. Поэтому он решил остаться здесь со мной. Но так как бабок у меня на еще один номер в хостеле нет, ну то есть в теории есть, но это надо их снимать, и я не очень хочу тратиться. Поэтому не знаю, пока думаем, что делать, кидать я его не хочу. Поэтому пока вот такие дела. Тусуемся здесь в центре, там посмотрим. Пока мы торчали, решали, что делать, пошел дождь. Поэтому собрались все вместе под козырьком. Туристы, бродяги, местные, брахманы. Стоим, ждем и курим бири. Бири — это местная штука, индийская. Типа сигареты, сделанная из каких-то листьев. На вкус похоже на табак. Очень такое прогорклое. Но курица — это главное. थोड़ा करो एक मिनट रुकिए The owner has gone, is going to sleep or something like this. I don't know. Okay. But as I know, here you can find any single bank. Okay, so my friends can stay. But only we have the one bed here. Okay, it's no problem because I have a pet. Sleeping pad, I can like put it on the floor, you know, and sleep on the floor. And my friends will go to Oh the no, beds. man. Let me ask the owner if he can sell something. Okay. It will be a better idea.
Yeah, better to ask the owner. I don't want anyone to sleep on ground. So, do you have any sleeping bag or something? Yeah, I have a sleeping bag and a bed, so no problems. Sleeping bag है ना, फिर उसमें कोई issue नहीं होगा. I would be very grateful for this. We are grateful to have you here, brother. Thank you so much. I'll give you your stuff, like a pillow and all. Okay, perfect. Alright? Yeah, fantastic. Thank you so much. К счастью, получилось договориться с хозяином этого хостела, этого бунгало. Разрешил он нам остаться вдвоем. Правда, у него было одно свободное место. Поэтому на нем будет ночевать мой братишка Хэппи. А вот так выглядит место моей сегодняшней ночевки. Что ж, на этой ноте, наконец-то, я с радостью готов сказать, что наше путешествие, этот день подошел к концу. Спасибо большое, что были со мной. Надеюсь, вам было интересно, понравилось. Всего доброго, удачи, счастливо, пока.